Я приветствую вас, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз. Узнай будущее. Что спешит вашу жизнь? Таро расклад на 10 дней, на декаду с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем. Подсказки карт. Давайте узнаем, каково это будущее или что спешит в вашу жизнь, с чем это вообще связано. У нас сегодня две колоды по традиции. Первая у нас карта Ленорман, и мы им не будем задавать вопросы, просто позволим картам провести нас той цепочкой развития событий, которые они хотят перед нами раскрыть. Что для вас эти 10 дней? С чем это будет связано? Или какое будущее спешит на ваш порог? Давайте заглянем немножко вперед. Останемся реалистами, потому что любой расклад, прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. Какие-то подсказки вы все же получите. Итак, узнаем будущее. Что же на самом деле спешит в вашу жизнь? Какие события, какая информация? В каких, может быть, сферах жизни это наиболее активно будет проигрываться или с чем мы столкнемся? И на колоде Таро первая карта – это неожиданности. Пусть это будут приятные сюрпризы. Вторая карта – в чем ваша сила, в чем ваш успех, или какие энергии вам помогают что-либо осуществить. По основным сферам жизни. Первое – дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то и документы, энергии денег смотрим, личная жизнь. И достанем карту «Совет», откроем ее в самом конце. С чем же будут связаны события будущего? Вот реальная женщина, вот буквально так. Потому что в колоде Ленорман именно в этой две пары, мужчина и женщина. И если одна пара, она такая эфемерная, это где-то на уровне эмоций, наших желаний и все, не более. А вторая пара, она конкретные люди или какие-то конкретные решения, может быть, ваши или вашего партнера. Может быть, это ваши дела, которыми вы занимаетесь, наши реальные, опять же, контакты. Это мы что-то воплощаем в жизнь, следуем своему плану, и у нас где-то и идет по плану. Ну, давайте посмотрим, что же вторая карта нам обрисует. Да, называю я эту карту «Карта судьба». Крест. И нам показан крест, который как на пьедестале. Есть какое-то очень важное дело или событие, или вы прошли определенный жизненный этап, и вот теперь ситуация выбора. Либо мы идем дальше, либо мы в чем-то ставим точку, или, как говорят, мы ставим на этом крест. И это может проигрываться, хоть и в отношении взаимодействия с любимым человеком, это может проигрываться в отношении контактов по работе или ваше личное какое-то творчество, все что угодно может проигрываться. Но мы понимаем, это осознанность такая, что да, действительно, какой-то прежний этап нашей жизни заканчивался. И поэтому, если мы намереваемся обогнуть вот этот пьедестал и идти по направлению к Солнцу, мы не вспоминаем былое. Не вспоминаем былое, может быть, по отношениям, если была прежде ссора, или мы друг друга не поняли. Ну и где-то и по работе. Это некоторая перезагрузка у вас происходит в эти 10 дней. Вы можете прочувствовать, что мне действительно сейчас нужно с чем-то разобраться, привести мысли в порядок, потому что, наверное, с одной стороны, прошлое не должно тяготеть над вами или тянуть вас словно все время назад. Больше оптимизма. В любом случае, жизнь продолжается, об этом говорит карта. Но вот что ты будешь продолжать? Вот как будто с этим нужно определиться. Давайте посмотрим, что еще. Но вот реальная женщина не случайно выпала. И, кстати, аркан якорь – это наша уверенность и сильная позиция. Это то, что все под контролем. Для вас, мои дорогие девочки, девушки, карта женщина, она будет говорить о том, что это где-то ваши планы. Для мужчин больше карта будет говорить, конечно, важная женщина в вашей жизни. И это может быть кто угодно. Хоть и мама, хоть и ваша любимая. Или это может быть руководитель проекта, к примеру, или руководитель на работе. Может быть и контакты с каким-то чиновником, тоже женщина. Но еще и вам где-то карта будет говорить о том, что женские энергии – это не мужские энергии, поэтому где-то лояльность, дипломатия вам не помешает. Придется либо для себя какие-то вопросы
Ну, вот так вот конкретно обдумывать. И с одной стороны, быть милосерднее к собственной душе — это для всех, а с другой стороны, воспринять какую-то вот реальность, которая у вас уже сложилась. Видимо, вот эти 10 дней, они больше касаются земной жизни. Я не могу сказать, что здесь какой-то вау-проект, хотя я могу допустить, у вас может быть таких несколько, но, видимо, эти 10 дней, они больше говорят либо о каких-то рутинных вопросах, либо когда даже то, что вы достигли, или пусть как своеобразная победа, вы уже ее получили. Но вот что мы в последующем будем делать? Какая-то перезагрузка в эти 10 дней, она предполагается. Ну, правда, развилка. Куда же мы идем? И у кого-то, как по карте крест, я сказала, либо я ставлю в этом точку, либо иду вперед. А тут карта-развилка говорит: "Да нет, тут не просто вперед, а вперед-то я иду, а вот в какую сторону я иду?" То есть у кого-то вопрос будет, ну, попроще: да или нет решаться. А у кого-то это действительно развилка судьбы. С кем иду? Или вообще какое направление, что я сейчас изберу. Но вы на выборе. Вот это, пожалуй, основная тема. Давайте откроем неожиданность. Действительно на выборе. С одной стороны, это какой-то раздор. И не случайно нам словно пентакль, он горит. Пятерка жезлов, тем не менее, эта карта, она здесь пририсована как карта раздора, называется точнее. А я всегда говорю по этой карте, пятерка жезлов — это информационный хаос. Когда, знаете, много информации. Кстати, раздор, ссора. У кого-то, правда, могла быть, не случайно, это я говорила, по кресту. Если мы миримся или мы продолжаем этот путь, мы не вспоминаем былое. У кого-то в отношениях так проиграется. И я тогда должна сказать, в неожиданностях, может быть, и была прежде, недавно какая-то ссора. И здесь для нас тогда, если мы намереваемся продолжать отношения, неважно какие, рабочие или личная жизнь, тогда мы не упрекаем, допустим, нашего партнера, или пусть по работе, может быть, это с кем-то, с коллегами связано, с руководителем, ну, где-то переступить, может быть, через то, что происходило прежде, через какой-то конфликт. Для нас будет важно сделать выводы и идти дальше. Вот я именно этот контекст имею в виду. Но если мы говорим все же про неожиданности, может быть, действительно информационный хаос, когда много новостей, а выбрать нам предлагает эта карта одно долженствующее. Проверяй информацию или, в принципе, доверяй, но проверяй. Может быть, прежняя какая-то ситуация для вас была своеобразным уроком, когда-то вы кому-то доверились и вас подвели. И вот теперь, может быть, и есть вариант продолжения отношений, продолжения работы, но уже держи руку на пульсе. Здесь вам будет в этих неожиданностях, которые могут выглядеть как какой-то ворох новостей. Может быть, это что-то более даже глобальное, через обстоятельства приходит. Но сама-то по себе карта мелкая. Здесь просто нам говорят, что ты, скучать тебе будет некогда. Ты будешь слышать много разного. И люди могут, кстати, по этой карте нас действительно подводить. Когда нам утром что-то пообещали, я всегда этот пример привожу, а к вечеру о нас уже забыли. Или отношения. Вроде нам казалось, мы идем куда-то вместе, да? Я имею в виду продолжение жизненного пути. И вдруг в какой-то самый неподходящий момент, когда мы ждем, что человек как-то откликнется в отношении нас, а он о нас забыл. Ну, и мы становимся словно в тупике перед фактом. Мы построили планы с учетом взаимодействия именно с конкретным человеком. То есть вот иногда в необязательных людях вот этот аркан проигрывается. А человеку ничего не стоило нас, например, даже если у него меняются планы, он забыл нас предупредить, потому что то, что в его голове зародилось, или какая-то, может быть, и удачная возможность у него, но вот или не счел нужным, или вот просто нас забыл. Вот есть такой момент. Вот в неожиданностях что-то подобное может быть. Это, повторюсь, не есть что-то глобальное, но учитывать нам это приходится. И это либо прежний опыт, либо где-то повторение, может быть, какой-то мелкой ситуации в эти 10 дней. Не то открываю. В чем ваша сила, мои дорогие? Увидеть другое направление. Вот правда, тут у кого-то может проиграться так, что по работе появляются какие-то новые возможности построить карьеру.
Причем это альтернативные возможности. Прекрасно прорисована карта в том плане, что наш человек сидит буквально под деревом и смотрит на 3 пустых кубка. Он как так и называется карта сплин. Он как будто глух к тому, что происходит, вокруг него, но, может быть, где-то и слеп. Он не видит, он углубился в свою какую-то философию, и он не замечает ни того, что происходит вокруг. Он уже не замечает, что вот эти 3 кубка, на них нет смысла смотреть. Что вообще происходит вокруг него. Он словно выпадает из жизни. Иногда эта карта может говорить о том, что это бывает из-за хронической усталости. И поэтому уделить внимание собственному здоровью, бодрости. Я не говорю, что мы больны. Нет, конечно. Но иногда и чрезмерная усталость, она тоже нас выбивает из колеи. И именно в этот момент, когда мы меньше всего ждем, к нам приходит какая-то возможность. И наша задача взять этот кубок. Увидеть возможность там, где другие не видят. Вот в этом ваша сила. Но карта ведь говорит, посмотрите, человек сидит, и если бы он сидит, казалось бы, глаза не закрыты, и, в принципе, если бы что-то он увидел или мог лицезреть не сбоку, не сверху, а вот перед глазами, он, может быть, и увидел, рассмотрел. А здесь ему нужно еще голову повернуть. Вот художник пытается передать вам, что для вас ну, знаете, как какая-то панорама событий должна происходить в 3D-измерении. Может быть, это как где мы сейчас находимся, как жизненный этап. И то, что было с нами в прошлом, мы прошлое никуда не денем. Подмечать, что в сегодняшнем дне происходит. И где-то, в зависимости от того, какие события приходят в нашу жизнь сегодня, нам нужно что-то просчитать или увидеть на пару шагов вперед. Потому что это что-то, или вот как этот кубок, который на руке из ниоткуда появляется, это из разряда иррационального или того, что быть не может. Вот и для вас может быть там возможность, где никто ее не видит, как будто в тени. Рассмотрите какой-то вариант. По крайней мере, именно эта карта, она выпадает вам в чем? Ваша сила, ваш успех. И значит, какой-то вопрос вы можете решить альтернативным методом. В одних дверях вам не подписали бумагу, в других откликнуться. Один чиновник там в плохом был настроении, да и ладно, можно прийти или к этому чиновнику в другой день, или зайти вообще в другой кабинет. Для кого-то из вас, может быть, вы пытались решить какой-то вопрос любого значения, и тоже у вас не получается. Становилось на стопор словно что-то. Тогда карта нам будет говорить, а ты какой-то все равно альтернативный вариант рассмотри. Одним словом, взаимодействовать с окружающим миром и с тем, что вы слышите, видите. Да, информацию придется проверять. Так же, как и обещанное. Не очень-то на это рассчитывать. Но, наверное, может быть, попробовать сначала. Или свои навыки какие-то, может быть, самые начальные, в вашем, допустим, творчестве или в вашем личном деле тоже и испробовать. Здесь самое главное не застревать, вот как в этой позе нам показан человек. Тут нужно действовать или допустить то, что из разряда невозможного. Вот что-то подобное может происходить. Или для кого-то из вас, знаете как, может быть даже такой парадокс, когда тот человек, который вас когда-то подвел, он возвращается в вашу жизнь, а вы его не видеть, не слышать не хотите. А тем не менее, мы ведь не говорим с вами о том, что это какая-то любовь или дружба будет продолжена. Но как минимум, возможно, есть смысл выслушать этого человека. Кто знает, может быть, какую-то идею вам, мысль подаст. Но продолжать контакты все-таки я бы это видела. Хотя по аркану крест и по аркану развилка мы все же делаем выбор. Но кто знает, проведя какой-то откровенный с человеком разговор, может быть, для вас какая-то важная информация придет, которую вы можете употребить себе во благо. Одним словом, ну не до хандры. В эти 10 дней это точно. Надо успевать все же еще и отдыхать, потому что буквально ваша бодрость вам помогает. Или концентрация внимания, она падает, когда мы очень уставшие. Не случайно древняя китайская поговорка «уставшие люди делают ошибки».
Ну и правда, вот они чего-то и не видят. Давайте дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, да, тут какой-то прежний путь словно не сработал. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с домом, с переездом. Не могу сказать, что по аркану Луна мы быстро решаем какой-то вопрос. С одной стороны, карта проигрывается со знаком плюс по части личной жизни и интуиции вашей. Или допустить вот этот самый альтернативный вариант, что как раз есть какая-то возможность. И, по сути дела, на аркане Луна всегда прорисованы две башни, которые э, охраняют, как собаки, волки точнее, и волк и шакал. Ну, в каждой колоде прорисовано по-разному. И словно мы вот в этих башнях уже где-то испытали либо поражение, либо у нас что-то не получилось. А тем не менее, жук-скоробей нам показывает путь, что мы все равно есть как будто тот вопрос, который вы не решили. Вопрос не новый, а идти вперед придется. И вот этот путь, принять во внимание, что нам нужно как-то очень осторожно пройти по этой дорожке. Мы не знаем, что мы встретим на своем пути. Карта больше концентрирует нас на том, что мы не должны повторить прежних ошибок. И в то же время идти-то все равно ж придется. И поэтому быть предельно внимательными. Может быть, вот что вам помогает? Как раз вот это критическое мышление и осознанность. Что такое осознанность? Это когда мы чего-то, опять же, не делаем на автоматизме. И даже банальные какие-то вещи мы понимаем, зачем мы делаем подобные действия или с кем мы проводим разговоры, какую канву этого разговора мы хотим для себя удержать, что прояснить. Здесь нельзя расслабляться, это вам где-то помогает. И есть еще такой момент по аркану Луна. Туда, куда идет толпа, вам в другую сторону. Есть выражение «меня несет толпа», и меня смотрят люди из разных стран. Вот, мои дорогие девы, вам буквально будет помогать, когда вы отделяетесь от какой-то толпы, вам это для вашего самосохранения, я должна это сказать. Так вот, для вас в противоположную сторону. Почему? Нам даже карта говорит, ты не бойся остаться один. Ты бойся, когда какая-то масса или много народу. Потому что есть всегда риск быть втянутым либо в какое-то дело, пусть это не буквально толпа, у кого-то коллектив. И в коллективе у нас бывают разные тоже ситуации, такие не очень приятные, когда, к примеру, коллектив бывает настропалился против руководителя или идет какая-то ненужная конфронтация. Мои дорогие девы, а вам все равно в другую сторону. Лучше самому по себе или самой по себе, нежели вот эта масса. Она вам не помогает. Кто знает, может быть, вы сейчас пока еще не видите, как будут развиваться события. Здесь, с учетом тем более пятерки жезлов, желаемое кто-то может выдавать за действительно или что-то обещать, какие-то пафосные красивые речи говорить. Да, осознанность она нужна, отказаться от чего-то нельзя, но это и касается лично вас, отнюдь не коллектива и не толпы. Здесь вы сами у себя на уме. И сами идете вот как этот жук-скоробей, который по преданию, он как будто начинает свой путь на востоке и уходит на западе. Но чаще эта картина повторения какой-то прежней истории. И вам нужно с чем-то разобраться, иными словами, сделать какой-то выбор. Но, видимо, выбор вы будете делать по ходу движения. Я это вижу так. Мы не можем остановить колесо истории. И поэтому вот эта осознанность, в очередной раз повторяю, она вам буквально будет помогать подмечать какие-то нюансы. Что же у вас по деньгам? Король кубков. Я должна сказать, что деньги есть, деньги будут. У кого-то может быть как помощь вашего партнера по браку или, может быть, вашего друга, или это может проигрываться какой-то родственник. Кто знает, у кого-то могут проигрываться вопросы наследства вот со всеми этими картами. И прекрасное время, с одной стороны, ну, оставаясь на своей волне, прослушать, что говорят люди. Король кубков это очень интуитивный человек, и поэтому для вас вообще на 2025 год, с одной стороны, словно высшие силы вам помогают развеять в самом себе интуиции, даже если вы прежде считали интуицию это вообще ни о чем. Но правда, тут она вам будет давать правильные подсказки. По сути, это самодоверие, может быть, отчасти самопрощение. Если мы прежде какие-то ошибки совершали,
потому что мы были в чем-то уверены. А здесь интуиция нам помогает, знаете, вот этот альтернативный вариант-то как раз и не упустить. И еще по королю кубков нам говорят, что два направления у тебя будут в эти 10 дней важны, как и область взаимоотношений в целом, так и вопросы денег. И это не значит, что мы выбираем что-то одно. Нам придется соединять или совмещать эти энергии. И даже если это касается, все же персональная кубковая карта часто говорит о наших близких. Ну, как я уже сказала, родственники, семья, партнеры, может быть, и по браку, может быть, и брака нет, но вы вместе проживаете, или ваш это любимый человек, с которым какое-то время вы встречаетесь, длится ваше общение. Значит, здесь могут происходить какие-то либо вопросы, которые касаются, допустим, финансов, или какое-либо взаимодействие, может быть, и тут самые разные, может быть, палитра. И поэтому я так вижу, продолжаем какое-то общение и при этом будем внимательны именно к вопросам финансов. Вот это имеет значение. Как и финансы, может быть, финансы через отношения или финансы, ваш рост, к примеру, ваших финансов будет зависеть от того, как вы сумеете договориться или как вот вы сумеете увидеть этот кубок. Или рассмотреть какую-то ситуацию, которая вам будет предложена. Вот от чего-то не отказаться. Я это опять же повторяю. Королева Пентаклей — это ваша карта на личную жизнь. Вообще, я должна сказать, это карта стабильности. И по деньгам, и вообще по всем вопросам. Будь то там по убранству дома, например. Я имею в виду сделать жилье более комфортным. Может быть, это и вопросы, связанные с переездом. Или вопросы выбора. Ну, королева Пентаклей — это та, которая из любого хаоса умеет построить порядок. И даже благополучие с нуля она может создать. Это карта надежного человека, кому можно доверять. Может быть, это ваш близкий человек, партнер по браку, и неважно, что у нас королева Пентаклей выпадает. Конечно, для вас, мои дорогие девочки, это ваша позиция, а карта будет усиливать просто. Ну и для мужчин, может быть, есть контакты с человеком, вашим любимым человеком. Пусть вы только даже встречаетесь, для кого-то это может быть решение вопроса даже, или, по крайней мере, важные разговоры откровенные, а не оформить ли наши отношения. Тут может быть еще и как семейный бизнес, когда и личная жизнь, и у кого-то финансы, или обсуждение какого-либо финансового вопроса. И правда может проиграться вопросы наследства. Карта не предвещает каких-то глобальных перемен по части личной жизни, но говорит о надежных людях. Поэтому по части личной жизни где-то мы можем совместить вот эти две карты. И знаете, я хочу сказать, неважно, кто меня смотрит, ваши планы на личную жизнь, они как раз могут сбываться с большей точностью или с большей долей вероятности. И неважно, что вы тут запланировали. Для кого-то эти карты будут говорить, чтобы настало время выйти из одиночества, если вы сейчас один или одна. Может быть, расширить диапазон ваших контактов, об этом подумать, каким образом это сделать. Конечно, эта карта будет еще и говорить о том, что кто-то из вас работает на дому. И тогда для вас очень продуктивный период, когда, ну, есть возможность заработать деньги. Но каким образом? Надо подумать, потому что деньги буквально приходят через общение. И здесь для кого-то проиграется, как в помощь, интернет или какие-то контакты. Может быть, вы ведете блог, или вы заведете свой личный блог, или это будет через социальные сети. Но я так вижу прогресс по части финансов для тех, кто работает на дому или занимается именно своим личным хобби, творчеством, личным делом. Давайте узнаем совет. Куда-то ты не торопись. Но не торопись — это не есть какой-то полный стопор. Основной смысл этой карты в том, что мы должны рассмотреть что-то с другого ракурса. Может быть, это и какая-то зависшая история, даже личная или по работе, когда тоже нам нужно завершить какую-то тупиковую ситуацию. Не согласиться, может быть, с первой минуты на что-то, да, вот мы тоже с вами говорили, а изучить этот вопрос, чтобы не попасть буквально вот в этот тупик. Или это карта еще зависимости. В каком плане? Потому что жертвенности все же, да. Человек вынужден был по каким-то причинам себя перевернуть с ног на голову и обдумать какой-то вопрос.
в банальном уже положении на ногах он, видимо, не смог это совершить. И он пытается найти решение или сделать вот этот выбор по развилке. Поэтому решение, оно не может быть основано на эмоциях, мои дорогие, а рассмотреть или попробовать, может быть, какие-то первые шаги аккуратные, чтобы, с одной стороны, себе не навредить и, значит, оставить себе пространство для маневра. Это будет для вас тоже важно. Полшага назад отступить. Может быть, вы стоите уже действительно перед каким-то важным выбором, и вам нужно говорить «да» или «нет» однозначно. Но вот в этом контексте вам нужно взять какую-то и паузу, я вижу. Может быть, я не говорю, что это пауза на целую неделю, но где-то сказать, допустим, если от вас требуют такого однозначного ответа, я скажу тебе через день, допустим, да, и самому просчитать что-то. Вот продуманные какие-то должны быть у вас решения и действия. И вполне вероятно все же, что это будет что-то альтернативное. Может быть, вот этот как раз повешенный для вас и говорит, что вы можете столкнуться с каким-то предложением, которое для вас, ну, несколько необычно. Но тогда тоже примите во внимание, что вот эта перевернутая ситуация, она не может продолжаться бесконечно. И поэтому какой-то вывод вам сделать все же придется. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.